Меня зовут Индира. Я родилась в городе Кокшетау, среди чистых озер и бескрайних просторов Казахстана. Моя душа впитала аромат степи, тепло домашнего очага и уважение к традициям. С малых лет я полюбила готовить, особенно сладости, что радует сердце. Для нас, казахов, гость – это благословление. И я верю, еда – это способ делиться добром, историей и душой моего народа. Сегодня судьба привела меня в Болонью, в Италию. Здесь я несу с собой вкус родины и с гордостью представляю Казахстан. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я поделюсь рецептом моей самой любимой выпечки. Это маффины с голубикой. У меня очень много вариаций, и думаю, что этот один из самых удачных. Для начала включаем духовку разогреваться до 220 градусов. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Маффины готовятся очень быстро. Нам понадобится 2 чаши. Одна для жидких ингредиентов, другая для сухих. Здесь у меня 2 стакана муки, 260 граммов. Я взяла цельнозерновую. Вы можете взять такую, какую хотите. 1 чайная ложка соды, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, 1/4 чайной ложки соли, 260 граммов йогурта жирного, у меня греческий, 150 граммов сахара, я смешала кокосовый и тростниковый, вы можете взять какой у вас есть, 2 чайные ложки ванильного экстракта, 1 лимон, возьмем цитрус с него, и столовую ложку сока. 50 граммов растительного масла, у меня оливковое, 1 яйцо и голубика. Я взяла 200 граммов. Для начала возьмем 1 столовую ложку муки и добавим в голубику. В остальную муку просеиваем соду, разрыхлитель и соль. Теперь жидкие вливаем в сухие. Теперь важный момент. Нужно замешать, но не перемешать. То есть до объединения муки с жидкими ингредиентами. И перемешиваем голубику. Осторожно вмешиваем тесто. Несколько движений. Вы можете на самом деле использовать любые фрукты и ягоды. У меня свежая голубика, можно и замороженная, размораживать не нужно. Тесто готово. Теперь тесто нужно распределить на 12 формок. Удобно делать это мерной ложкой. И чтобы сделать маффины еще вкуснее, мы приготовим штрезельную крошку. Для нее понадобится 35 граммов муки, 55 граммов сахара, 25 граммов холодного сливочного масла, я порезала его на кубики, и пол чайной ложки корицы. Смешиваем все ингредиенты.
перетираем все до состояния крошки. Это очень удобно сделать руками. Теперь посыпаем сверху. Половину я сделаю со штрезельной крошкой, половину посыплю сахаром демерара для хрустящей корочки. Если у вас остался штрезель, вы можете хранить его в морозилке и использовать для другой выпечки. Выпекаем маффины при температуре 220 градусов 5 минут. Потом нужно температуру убавить до 180 и выпекать еще 18-20 минут. Маффины испеклись. Даем остыть минут 10, потом будем пробовать. Маффины немножко остыли, но еще теплые. Давайте посмотрим, какие они. Маффины получились сочные, мягкие, тают во рту. Чувствуются нотки лимона, ванили и, конечно же, много голубики. Если вы любите маффины так, как я, попробуйте этот рецепт и делитесь впечатлениями, я буду очень ждать. Спасибо за просмотр. Если понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Чао!